Продолжаем разбирать репрессивное законодательство Российской Федерации. Кодекс об административных правонарушениях, статья 20.3.2. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Пункт 1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 60 тысяч рублей, на должностных лиц до 100 тысяч рублей и на юрлиц до 300 тысяч рублей. Те же действия с использованием интернета влекут наложение административного штрафа в размере на граждан до 100 тысяч рублей. Ну, во-первых, что уже приятно, это не арестная статья. Во-вторых, что неприятно, как можно попасть под действие этой статьи? Ну, например, разместить в сети интернет карту Российской Федерации до 2022 года. Все. Там нет включенных в Российскую Конституцию 4 украинских областей. Все. Считайте, что вы нарушили кодекс об административных правонарушениях. А может быть, если вы не удалите материалы, то вам вменят и уголовную статью. Например, статья 280.1 Уголовного кодекса. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. То есть то же самое, что по административке, но совершенное в течение 1 года повторно уже влечет уголовную ответственность и до 3 лет лишения свободы, если это через сеть интернет осуществлено. Так что я рекомендую вам, если вы не хотите уголовной статьи или даже не хотите административки, не публиковать карту Российской Федерации нигде, вообще никакую карту не публиковать. И если вы находитесь в России, не высказываться по поводу принадлежности Крыма и украинских областей. Потому что любые высказывания, если вы просто выскажетесь, могут быть трактованы против вас. Было бы желание какого-то следователя. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите свои комментарии, какие вы видите еще. Вообще территориальную целостность можно ли обсуждать Российской Федерации? Потому что представьте себе, ведь можно обсуждать принадлежность островов на Амуре, принадлежность островов Курильской гряды. И неизвестно, как экспертиза ваших высказываний повернется и что вы в качестве дискуссии предложите, а экспертиза покажет, что вы призывали. Поэтому границы Российской Федерации лучше не обсуждать. Как известно, Российская Федерация с кем хочет, с тем и граничит. Границы Российской Федерации не заканчиваются нигде. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на меня и поддерживайте меня на Бусти и на Патреоне. Всем пока.